Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить на обед простой, быстрый рыбный суп. Супа готовлю 2 порции. В кастрюлю наливаю 1 литр воды и довожу ее до кипения. Часть продуктов я подготовила заранее. Нарезала картофель и натерла морковь. Нарезаю небольшую луковицу. Вес очищенной луковицы 70 грамм. Чтобы не плакать во время нарезки лука, нож перед нарезкой окуните в ледяную воду. И нарезаю пучок укропа. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Вода почти закипела. В воду добавляю примерно пол чайной ложки соли. Добавляю 250 грамм картофеля и варю его до полуготовности. Готовлю зажарку. В сковороду наливаю примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла, чтобы покрыть дно сковороды. Кладу лук и готовлю, периодически перемешивая до полупрозрачности. Добавляю 50 грамм тертой моркови и готовлю до золотистости моркови. В кастрюлю с картофелем добавляю лавровый лист. Накрываю кастрюлю крышкой и продолжаю готовить. Картошка почти сварилась. Добавляю 240 грамм консервированной рыбы. У меня 1 банка сардины в томатном соусе. Можно использовать любую рыбу, которая вам нравится. И не только в томате, но и в масле или в собственном соку. Здесь примерно пол чайной ложки розмарина и пол чайной ложки орегано. Добавляю их в суп. Добавляю черный молотый перец по вкусу. Накрываю кастрюлю крышкой и готовлю еще примерно 2 минуты. Теперь добавляю зажарку и укроп. Перемешиваю и готовлю еще 2 минуты. Мой суп готов. Соль добавлять не буду. Выключаю плиту. Можно дать супу немного настояться, но сыну не терпится его съесть. Вот такой простой, вкусный рыбный суп у меня получился. Как видите, рецепт супа простой, из доступных продуктов. Готовится такой суп быстро, а получается вкусно. Думаю, что хозяйкам, у которых нет времени долго стоять у плиты, рецепт этого супа понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!